Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на нашем еженедельной рубрике, да, понедельник. Пришло время для нашего обзора. Есть что рассказать, очень много интересного. Начнем мы с доминации. Почему с доминации? Потому что, наконец-то, пробилось сопротивление, да, помните, я на прошлом обзорах рисовал, либо же мы пойдем вниз сюда, либо же пойдем сюда наверх. И, в принципе, движение, я думаю, уже подтвердилось, потому что мы пробили сопротивление, протестировали его. Вот оно видно, да, вот это вот, даже этот, который флаг был, мы его протестировали и отскочили. То сейчас стоим вот над вот этим сопротивлением, и я думаю, в скором времени пробьем его и пойдем вот в зону где-то 53-54%. Что же будет, когда мы туда пойдем, да, то есть это рост доминации битка, да, и падение, естественно, доминации альткоинов. То есть это будет такой, так скажем, мне кажется, panic sell. Что это с чем связано, да, то есть это падение S&P, падение битка. Почему, да, скажете, биток падает, да, доминация его растет? Ну, потому что будет sell альтов, так скажем, куда сильнее, чем битка. Вот, грубо говоря, вот биток за сегодня упал там на 1,4%, да, DOT, к примеру, упал на 3,6%, то есть в 2 раза больше он упал. То есть вот в этом контексте биток у нас, к примеру, падает там на 5%, альта падает на минус 20%. Вот, в принципе, из-за этого будет доминация расти биткоином, потому что он на фоне остальных криптовалют будет падать медленнее. Вот. Ну, альта, конечно, будет жестко падать. Либо же это второй вариант, да, то есть это рост биткоина куда сильнее, чем рост альткоинов. То есть вот два варианта, почему может расти доминация. Также этот пробой у нас подтвержден и на линейном графике. Если присмотреться, то здесь тоже виден краски пробой и ретест вот этой вот красной линии. Вот, то есть все такое довольно подтвержденное, и я наконец-то жду в ближайшие дни как раз-таки крупного слива, ну, о котором я уже говорю очень давно, либо же отскока наверх, да, то есть сейчас давайте все это посмотрим, даже может нас привести. Давайте взглянем сразу на биток, если мы о нем говорим, да, нашел, кстати, интересный фрактал по биткоину, это движение у нас, которое было в 2019 году, я взял вот как раз таки вот это вот движение, вот, и наложил его туда. То есть почему его, да, то есть тут был восходящий, да, а у нас тут нисходящий. Ну, какая разница, если треугольник, да, у нас нисходящий треугольник, он отрабатывает вне зависимости от того, какой был предшествующий тренд. И, в принципе, вот этот фрактал я могу спокойно ложить и нарисовать туда. Почему я тут отметил вот этот вот флаг? То есть, да, вот этот вот флаг я отметил потому, что он такой был бычий. Это бычий флаг, да, то есть по теханализу он должен был бы отработать наверх. То есть по факту, да, то есть отработка наверх, а он отработал вниз, и то есть произошел такой вот panic sell. Тут похожая ситуация. У нас похожая ситуация, только у нас здесь не флаг, да, а больше идет такой вот падающий клин. Хотя можно даже назвать его флагом на самом деле. Ну да, так что по сути это и по факту, ну, похоже очень сильно на флаг. То есть та же ситуация, что была тогда, да, то есть если это нас считать по теханализу, то есть мы должны скачать наверх, но по фракталу вот этому, да, то есть это пробой вниз, пробой тридцатки, да, уход где-то в район 26-25 тысяч долларов. То есть я придерживаюсь этой стратегии. Кстати, сегодня взяли отличный шорт на уровне 31 800 с коротким стопом, вот прям на верхней границе взяли, с коротким стопом 32 200. Уже, в принципе, первый тейк забрали. Так что жду отработкой вниз, то есть цели у меня вот где-то до 28, вот, до 28, потом, если уже все заберем, там уже будем смотреть что да как. То есть я жду такую вот свечку, да, одной свечкой, такой вот хорошенькой, забрать все. Также, что еще сподвигло, да, на 12 часах у нас была доджи звезда, также обратите внимание на предыдущие свечи, да, то есть они были с выносом наверх, да, но опять-таки поджатие было к нижней стороне. И такой образовался восходящий канал, да, флаг, который отрабатывает по тренду вниз. То есть мы сейчас по факту идем отрабатывать вот этот вот флаг. Вот, если мы пробьем уже поддержку на тридцатке, да, то это будет уже отработка вот этого глобального треугольника с плоским дном. Ну или нисходящий треугольник. Что нам еще может, так скажем, сподвигнуть, да, так скажем, помочь, чтобы вот это все пошло вниз, это, конечно же, S&P.
которая наконец-то у нас пробилась вниз. То есть я вот об этом пробое говорил еще в пятницу, если я не ошибаюсь, да, было в пятницу. Вот, то есть он стоял на поддержке 43.28. Я говорил, вот интересно, как же откроют в понедельник. Вот, я, конечно, так и думал, что пробьют его. Вот, то есть вот сейчас пробили, да, 12 часов, прям закрылись хорошей красной свечкой. Вот, теперь нужно смотреть, смогут ли они также вот откупить, как это было в прошлый раз, либо же нет. То есть либо же у нас все это пойдет дальше вниз. Нашел, кстати, такой вот интересный фрактальчик. Вот это я взял одно из падений S&P, да, и наложил его сюда. То есть это фигура голова и плечи. То есть если мы сходим так, то это будет отработка головы и плеч. Вот. Если это все пойдет так вот, как я думаю, если вот произойдет отскок сейчас, да, к примеру, на 43.50, да, ну, главное, естественно, не обновлять вот этот high, то есть это 4.400 пунктов, то есть мы давайте отметим 4.400 пунктов, отметим белой линией. И если мы это все отработаем, то мы пойдем вот на эту нижнюю границу в район 4.150. Если же мы 4.150 отскочим, да, и пойдем вниз, то это будет уже такой вот глобальный гип с отработкой хороший вниз. То есть вот это вообще все красиво можно сложить по теханализу, но как будет, опять-таки будем смотреть по факту. То есть сейчас я жду, наверное, больше отскока вот где-то на 4.350 и уже оттуда похода вниз. То есть, или, ну, потому что вот видите, эта поддержка у нас, которую мы в прошлый раз отскакивали, она, в принципе, вот мы около нее так и остановились. Вот, отскочит ли в этот момент биткоин, я не знаю. То есть вот, в принципе, S&P сходил на минус 1%, да, биток сходил там в районе на минус 3%. То есть если S&P вырастет там на плюс опять на 1%, да, то биток тоже в районе 3% может дать роста. Ну, это опять-таки где-то плюс-минус $1000 опять сходить на сопротивление, да, протестировать его и пойти вниз. То есть, в принципе, плюс-минус так, но я все-таки шорт не буду закрывать, я буду искать еще точки входа для шорта, потому что все-таки по моей стратегии, да, по тому, что я рисовал до этого, я все-таки жду более масштабного падения, да, нежели что сейчас у нас происходит. То есть это такое для меня больше, наверное, затишье перед бурей. Вот, то есть по S&P жду примерно такое движение, и поход на 4.150 вот было бы наиболее интересным сходить сюда, потому что это уже приличное падение, в район 4%. Вот это уже мне было бы интересно. Так, USDT рубль, да, то есть на этом фоне у нас на падении S&P растет еще и доллар, растет еще доллар, там то, что еще и нефть падает. Вот, то есть это тоже все связано. Доминация, ну, доминация у альтов, кстати, тоже на гип похоже, да, третий эшелон, все это такое тоже смотрит вниз. Ну и давайте пройдемся, наверное, по альткоинам. Так, Total посмотрим еще. Ну вот, в принципе, Total. Кстати, ребят, Total у нас лежит на глобальной поддержке. То есть в прошлый раз, когда мы смотрели его, да, то есть это у нас было такое вот двойное дно, отскок, да, потом формирование гипа, который гип мы пробили, протестировали, и сейчас вот по факту идем его отрабатывать. То есть сейчас это вот поход в район 1,1 триллионов долларов. То есть это такое вот интересное уже падение. Следующая зона поддержки это вот как раз таки триллион. Если мы его не выдержим, то пойдем на 500. На 500 даже выговорить не могу, потому что такое вот интересное было падение, да, если опять-таки паник сейл на 50%, как это было здесь, вот, повторение этого падения, то это делите альту еще напополам или даже в 3 раза по текущим ценам. То есть это уже довольно-таки интересно. Вот здесь бы я, кстати, закупал. То есть когда раз-таки сегодня был вопрос, да, в приватном чате, то есть что альтсезон не будет, да, когда сказал, что доминация у нас пойдет вверх. Да, то есть альтсезон, да, то есть это происходит тогда, когда происходит накопление. То есть накопление, после него уже реализация этого накопления. Сейчас же у нас, ну, можно сказать, скидывание игроков. То есть это может быть, да, конечно, что мы сходим так, да, скинем всех. То есть не будет такого затяжного, к примеру,
накопление, как здесь, да, было, это просто был выброс игроков, вот, и то есть вот это все и продолжится заново вверх. То есть этого я тоже не отрицаю, то есть все циклы рынка меняются, все время мы наблюдаем что-то новое, и может как раз таки все это тоже измениться. Но падение все-таки оно, я думаю, необходимо, чтобы скинуть лишних игроков с рынка. Total 2. Total 2 у нас глобальный гип. Вот этот гип. Так, давайте уберу это все. Вот, в принципе, тоже пробой, да, головы и плечи, ретест. И тоже вот жду где-то вот на 500, на 600, ну да, даже, наверное, на 500 больше. Вот на эту вот поддержку. Это 550 миллиардов долларов. То есть по альтам. То есть это с текущих. Ну, не так много, конечно, но в районе 20, ну, 18-19% падения по альтам. Идем дальше. Эфир. Эфир вымпел, да, гип, отрабатывает. Стоим тоже на глобальной поддержке. Это вот уровень 1800. Если 1800 пробиваем, то, конечно, будет такое тоже интересное падение. Вот я жду, наверное, где-то район 1400-1350, где бы я, в принципе, рассматривал откуп эфира на спот. Ну, об этом я тоже, кстати, говорил на прошлых обзорах, просто повторяю. BNB. Ну, BNB это первый, это уровень 225. Я, кстати, вчера, когда смотрели рынок, да, в приватной группе, кстати, мы теперь собираем Zoom еженедельный, чтобы как раз смотреть рынок, отвечать на вопросы. Вот как и говорил ранее, да, что мы будем собираться, обсуждать интересные темы. Так что, кому, друзья, это интересно, welcome. Вся информация вы можете найти здесь вот, в вкладке «Приватная группа». Набор будет под конец месяца, сейчас пока нет. Так, ADA. Вот. ADA вообще красиво на самом деле выглядит. Голова и плечи они отработали. Вот, да, то есть, и сейчас еще ретестнулся глобальный тренд. То есть вот тут уже может у нас быть отработка вот этой большой головы и плеч. Я даже не знаю, куда она может отработать на самом деле, потому что у нас сломлена такая сильная поддержка, еще и протестирована. То есть вот, если кто-то там шортит аду, да, я поставил просто где-то здесь на 1.25, наверное, стоп, и все, сидел бы в шорте. Конечно, кто работает с данным активом, шорт можно было заходить уже здесь, то есть на формирование головы и плеч, на ретесте, да, вот, то есть и тут и уже доливать по 1.2, вот, ну, стоп где-то вот 1.25, такой интересный, ну и цели, да, то есть это первые цели, это вот где-то вот в этих районах. Ну, первая цель, естественно, глобальная, это единичка, вот до нее я зафиксировал первую цель по ADA. XRP. XRP также трется около своего сопротивления, сходит, отскакивает вниз, сходит, отскакивает вниз. Вот. То есть тут, ну что мы можем увидеть, ну не знаю, может ретест вот этого так, и пойти вниз. Ничего, так скажем, для меня интересного по XRP пока нету. Доги. Доги, кстати, позавчера вроде как раз таки, да, в пятницу был небольшой такой памп, но он как раз таки ограничился тем походом в зону сопротивления. Опять-таки зону сопротивления, отскочили вниз. Ну вот поддержка у нас находится сейчас вот на 0.13 и 0.14 бакса. DOT. Ну, DOT прям вообще красиво льется. Очень интересно. Флаг у нас пробили, да. То есть я еще вроде на прошлом обзоре его рисовал. Или он тогда уже был пробит. Точно не помню. Так, это было 12-го. Ну, возможно, даже вот тогда уже он был... точнее, не был пробит. Да, скорее всего, так, 13-го. Ну да, то есть я в понедельник записывал обзор, а 13-го он пробился. Ну да, вот раз я пробился, пошел вниз, и, в принципе, себя отрабатывает довольно интересно. Ну, где покупать, я уже написал. Этот район где-то 8.5. Мне было интересно по доту. Ну, это с текущих, ну, минус 30%. Юни. Юни, кстати, похожая ситуация, что и на ADA. То есть это пробой глобальной поддержки, его ретест. То есть вот, да, то есть вот этот восходящий канал, он, в принципе, себя отрабатывает более чем. Тут еще и гипчик был. Вот, в принципе, все смотрит, друзья, на падение. EOS. Кстати, я рисовал тоже на прошлом обзоре, то, что он находился здесь, я как раз таки думал, это будет восходящий канал, да, и пойдет он вниз, протестирует и пойдет вниз. Ну, блин, почти так же получилось, да, то есть мы пробили, сейчас, я не знаю,
можно ли назвать это ретестом? Ну, я думаю, можно. Тоже по факту был ретест. И сейчас тоже поход вниз, если вот мы пробьем особенно 3,5. То есть 3,5 такая вот хорошая поддержка. Вот, то пойдем вот где-то в район 3, 2,8, вот где бы я рассматривал, в принципе, покупку по EOS. Ну, в принципе, друзья, это все, что я хотел сказать по основным активам. Ждем. Очень интересно, ждет для нас неделя. Я в предвкушении. Нахожусь уже в шортах, в принципе. Вот, но буду еще, наверное, добирать. Вот, если будет сетап. Будет сетап с небольшим стопом, с понятными целями, да, и риск-менеджмент, естественно, чтобы был соблюден. Так что желаю, друзья, всем профита, хорошей рабочей недели. Всем пока.